Ну и напоследок хотелось бы обсудить самую, я считаю, важную тему моего сегодняшнего выступления. Это интеллектуальное искусство. Театры, музеи, балет. Я вот тут немножко подготовился, как говорится, по этой теме. Выписал кое-какие тезисы на 400 страниц. Сейчас, секунду. Что? Не интеллектуальное искусство, а искусственный интеллект? Вот черт. Это, получается, я целую неделю не по той теме готовился. Ну да ладно, искусственный интеллект так искусственный интеллект. Попробую без подготовки своими словами. Тема эта на сегодняшний день, прямо скажем, довольно животрепещущая. И вот у меня прям слов не хватает, чтоб своими словами. Слова – это же не голоса на выборах, их так просто не придумаешь. Но вынужден признать, что искусственный интеллект полностью овладевает нашим сознанием. Он как тот колорадский жук, постепенно, день за днем поедает прорастающие умы нашей молодежи. А умы молодежи – это, извините, не картофельная ботва. Их так просто отравой не попрыскаешь. Вон на Заронка пару раз попрыскали, посмотрите, что из него выросло. Но ведь сами посудите, вся наша молодежь круглосуточно сидит во всяких там своих тиктоках, дикпиках, фейсбуках и прочих спанчбобах. Что? Не спанчбобах, а чат-ботах? Да какая разница, все же меня поняли. Я вон Коленьке своему недавно говорю: Коленька, пойдем, я тебя научу, как правильно картошку копать. А он мне, знаете, что говорит? Говорит: папа, расслабься. Я сейчас у чата GPT спрошу, как копать картошку, он мне все расскажет. Я от этих слов аж на шпица присел. Скажу честно, мне как отцу такое услышать было очень неприятно. Я, может, как отец всю жизнь ждал этого дня, чтобы показать своему сыну, как это правильно делать. Ведь настоящий белорусский мужчина должен в жизни сделать 3 вещи. Посадить картошку, вырастить сына и уже вместе с сыном собрать картошку. А он мне про какой-то чат GPT толдычит, что он его чему-то там научит. А если ему этот чат, не дай бог, скажет: зачем тебе копать ту картошку? Сходи просто в магазин и купи. Что тогда? Или, например, скажет ему: ты президентский сын, зачем тебе копать картошку? Копай лучше под папку. Может же такое быть? Может. На секунду отвлечешься, и этот интеллект может выйти из-под контроля. Но, извините, искусственный интеллект – это ж не оппозиция. Его просто так в тюрьму не посадишь, в обычную. Это же нужна какая-то интеллектуальная тюрьма, а у нас таких нет. Поэтому контролировать его как-то надо. В связи с этим мы тут с Владимиром Владимировичем Путиным, мы с Владимиром Владимировичем посоветовались и решили создать нашу союзную собственную модель искусственного интеллекта на основе традиционных ценностей. У этих западных буржуев чат ведь как называется? GPT. А наша версия этого чата будет называться GPT, что расшифровывается как Григорович и Путин. Это пока тестовая версия чата. Повторюсь, он будет на основе традиционных ценностей. В чем они заключаются? Во-первых, он ничего без моего разрешения отвечать вам не будет. В этом и будет ценность его ответов. А во-вторых, если я даже разрешу, он 3 раза меня переспросит, а точно ли можно такое отвечать? Вот это я понимаю контролируемый контроль. Кстати, вот перечень вопросов, какие ему можно задавать. Например, кто самый лучший президент Беларуси? Он вам быстро ответит. Или, допустим, Александр Григорьевич Лукашенко самый лучший кто? Он ответит еще быстрее. Если вас, например, интересует, сколько волосинок на 1 квадратный сантиметр усов Лукашенко, можете смело ему задавать такой вопрос. Чат уже знает на него ответ. Я просто давеча встречался с Путиным и пока ждал его 3 часа в коридоре, успел посчитать. Вопросы, кстати, могут быть также и интимного характера. Например, можно у чата спросить: какой Александр Григорович в постели? Или на кухонном столе, или, например, где-нибудь в поле.
И чат вам, не задумываясь, ответит, что Александр Григорьевич и в постели, и на кухонном столе, и в поле обычный простой работяга. И в качестве доказательства даже пришлет вам фотокарточку его мозолистых рук. Так что, в принципе, можете спрашивать у него все, что угодно. Только вот, пожалуйста, не задавайте вот эти глупые вопросы, типа, кто будет следующим президентом Беларуси. Это, как говорится, только черту известно. А у черта, как известно, сейчас своих проблем с этим его СВО хватает, поэтому лучше не отвлекать его подобными вопросами. Да, и еще что очень важно, задавайте свои вопросы четко и понятно. И тогда на все понятные вопросы вам ответит чат GPT. А если вопросы будут, знаете, какие-то такие непонятные, ну, такие, что у нас к вам появятся вопросы, тогда вместо чата GPT вам будет отвечать уже чат КГБ. Вот они как раз могут отвечать и без моего разрешения. Вопросы есть? Я так и знал. До свидания.